Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Возвращаемся к активному обсуждению происходящего. Евгений Копатько на связи прямо сейчас, социолог. Евгений, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте те, кто нас слушает и смотрит. Евгений Эдуардович, ну что, Ермак откинулся. В общем-то, ожидаемая история, да, ну там даже настолько старались, настолько торопились, что даже больше немножко, чем нужно было, внесли за него залог. В общем, ситуация интересная, но, кажется, она является определенным ключиком. Все выходные разного рода блогеры, люди, которые там обсуждают, смотрят и там слушают, что говорит Зеленский, немножко опешили. Слушайте, у нас и наступление с Белоруссии, и сумское наступление, и вообще сейчас будет там список объектов разрушено, Банковая, все подземные бункеры. И все почему? Потому что Ермак в СИЗО. Связь, конечно, такая умозрительная, больше шуточная, но в каждой шутке есть доля шутки. Что означает вот эти 2 дня или там эти выходные, которые провел Ермак в СИЗО для украинской политики? Как оцениваете происходящее? Ну, оцениваю как белый шум, ни больше, ни меньше. Ермак и те события, которые будут развиваться на фронте и вокруг Украины, точно не связаны с Ермаком даже в грубой шутке. Вот если так, коротко. То есть вопросы, которые, задачи, которые решаются сейчас, и вопросы, которые, и решения, которые принимаются, они как раз связаны с ужесточением конфликта. Вот это очевидно, вы здесь, Александр, абсолютно правы. То есть очевидно, мы будем видеть очередной виток эскалации боевых действий как со стороны России, так и со стороны Украины. Это очевидные вещи, которые сейчас уже, собственно, констатируют те, кто следят за ситуацией, те, кто в теме, и те, кто могут анализировать и понимать процессы, которые происходят в украино-российских отношениях. Вот. А относительно Ермака, я думаю, что не более чем какой-то фон, причем такой слабый и не нужный никому. По большому счету, тут вопросы касаются Зеленского, прежде всего, не с Ермакова, а с коррупцией как состоянием. Он же фигуранты, которые чувствуют, которые участвуют в процессе, они, скорее всего, как триггеры, которые так или иначе будут давить и дальше на Зеленского. Здесь я скажу, что не только Ермак, но и окружение Зеленского – это все люди, которые для него представляют сейчас некий риск, потому что кто-то из них заговорит, кто-то из них выдаст какую-то ненужную или важную информацию, и это еще более ухудшит положение Зеленского. Ну, так, собственно, куда хуже еще бывает. То есть, да, он держится, да, он поддерживает Западом. Ничего нет, но он, еще раз говорю, он номинальная фигура в этой ситуации, имея некие возможности для своей личной субъектности и представляющей страну. Вот, и, надо сказать, отчаянно сопротивляющийся на посту президента, это тоже не снимешь, потому что он ведет активную, агрессивную медийную кампанию, и этого отнять нельзя. Вопрос, насколько их хватит и насколько это будет продолжаться. Примерно так. Так, а почему положение плохое? Ну вот смотрите, какие удары были нанесены по Подмосковью, по Москве. Радости, ну просто нет конца у разных Да, я украинских понимаю, партий. да. Если вы считаете, что наша братоубийственная война – это такой, знаете, повод для радости с двух сторон, то я думаю, что люди и с той, и с другой стороны прекрасно понимают, что наше самоистребление вызывает радость только у тех людей, которые эту войну финансируют и организуют. Но давайте вещи своими именами называть. Остальное радость, конечно, можно от победы над москалями, там еще над чем-то, потом над тем, что Украину там каким-то образом будут побеждать. Вопрос заключается в том, что вернее, речь идет о том, что вот эта война на самоистребление, она прежде всего вызывает радость у тех, кто ее организует и финансирует. В остальных случаях, так вы сказали, что да, для Москвы, для Подмосковья вот как бы обсуждают это чувствительные вещи. Но я думаю, что такие же чувствительные вещи вернутся на Украину. Опять-таки, говорю, это не наша тема с вами разговор. Ну как, это не то, что не наша тема. Нам от этого радости никакой не будет, понимаете? Вопрос о том, что говорится при этом, как дальше пойдет, по какому пути эскалация конфликта. Потому что угрозы, которые сейчас звучат с той и с другой стороны, они как раз поднимают этот градус напряжения, градус тревожности. Это отражается и в украинском, и в российском обществе. И вопросы, которые, кстати, задали Пескову там, в конце прошлой недели по поводу ядерного оружия. Но, откровенно говоря, давайте так, они вызывают у многих людей недоумение. Вот так вот, честно говоря, ответ Пескова. Почему? Потому что вопрос такой, что там война против России, как заявлено даже со стороны Украины, это вопрос войны на истребление России. Вы понимаете, вот речь идет о расчленении России, то, о чем говорят на Украине. Речь идет о том, что она прекратила существование как государство или была максимально ослаблена. Но это очевидное заявление на Западе, то есть нанести стратегическое поражение России.
Ну, не знаю я, какие еще нужны аргументы, чтобы как-то так по-другому оценивать эту ситуацию. Я только цитирую те вещи, о которых говорят политики на Западе. А с другой стороны, конечно, идет еще другая история. Все равно есть и тот отходной вариант в случае изменения ситуации неблагоприятной для Украины. В сторону, опять-таки, как считают те люди, которые модерируют, организуют и финансируют процесс. Вот подтягивают таких людей, как Ангела Меркель, там, возможных переговоров. То есть, с одной стороны, мы видим эскалацию, а с другой стороны, Александр, мы видим то, что все-таки там, ну, про Каю Калласа вообще действительно тут нечего сказать. Ну, вы понимаете, мы не должны уподобляться политике. Это они деградировали настолько, что уровень культуры и понимания, ну, в конце концов, каждый из нас, вы готовитесь к эфиру я, но нести чушь откровенную, понимаете, людям, которые обременены должностями, но, на мой взгляд, не то, что не камильфо, я не полиция нравов, я не морализатор, но, понимаете, ну, о чем можно с людьми говорить? Но есть другой вариант. Умная Ангела Меркель, которая очень много лет выстраивала отношения с Россией, ну, в позитивном ключе для России, ну, и, в конце концов, от нее и пошел процесс сворачивания этих отношений. Я считаю, что эти люди за столом переговоров быть не должны, потому что ее Оланд и она – это те люди, которые саботировали минские процессы, которые вели в конечном счете к тому, что конфликт разгорался. Подчеркиваю, внутренние проблемы, внутренние, скажем, решения в странах никто не отменяет. Но внешние факторы, они были явными и серьезными игроками, которые, в принципе, саботировали процесс Минский и которые, по большому счету, создавали условия для того, чтобы эта война случилась. Поэтому я не вижу ее как участника переговоров. Не мою, конечно, Откуда она дело. взялась? Подождите. Но Давайте. ее после Шрёдера вытащили просто. То есть Александр. Путин говорит, я хочу Шрёдера, в принципе, Да. нормальный человек, Да. ну, завязан на «Газпром», все хорошо у него, тоже именитый канцлер. А тут ему откуда-то взялась непонятно Меркель, та, Она которая... ниоткуда, это Саша, взялась. Ну так а кому она выгодна? Кто ее назвал? А это, я думаю, что опять-таки вот эта тягомотина бессмысленная и беспощадная, извините, по-другому не назовешь, как бы с имитацией переговоров и возможность возвращения в переговорный трек, как принято сейчас говорить, я же просто цитирую источники, ни больше, ни меньше. Так вот, речь идет о том, что она как некая альтернатива Шрёдеру, понимаете? Ну как смотришь, Шрёдера мы не хотим, потому что он слишком прорусский. Но это так, вот такие понятия, как вы сказали, имеют отношение к «Газпрому» и так далее. А Меркель, она вроде такая, с которой будет разговаривать Путин. Не знаю, после того, как российское политическое руководство заявило о том, что эти люди, и они сами сказали, что мы саботировали все этот процесс Минский, то как ты можешь вернуться к разговору с людьми, которые потеряли полностью доверие и девальвировали даже с точки зрения политической. А когда она была канцлером, можно было о чем-то говорить. А сейчас каким образом, если, собственно, подноготная вся наружу? Я не думаю, что на тот переговорчик, который будет нужен. Скорее всего, это просто замыливание глаза. Вот вам Шрёдер, а вот вам ушедший политик другой. Шрёдер-то ушел значительно раньше, до Меркели. Поэтому я хочу сказать, что в этом случае просто, еще раз говорю, такая некая имитационная вещь, на которую, ну, как мы обращаем внимание только с точки зрения того, что это опять-таки остается какая-то тема сейчас эфемерная, но которая может быть выставлена вперед, тем более европейцами. Вы же видите, это уже не американцы модерируют ситуацию, это уже очевидно и точно, что сейчас украинская политика полностью сосредоточена на европейцах. Еще раз говорю, глаз американцев есть, потому что разведданные, Старлинки и оружие все равно из Америки идет. Все равно общее геополитическое руководство Соединенными Штатами, европейцами осуществляется. Но, тем не менее, вот это их вотчина, где они будут самостоятельно барахтаться и пытаться решать вопросы, которые, задача, которую, еще раз говорю, что бы там ни говорили, это чтобы война украинцев и русских продолжалась, чтобы славяне стреляли. Тут очень интересный момент. Я не просто так сакцентировал внимание на том, откуда появилась Меркель, потому что это очень важный аспект. Значит, с действующими политиками, с действующими, реальными, да, которые... Хотя Путин тоже не просто так, помните, упоминал Макрона, что это Макрон попросил, давайте в 22 году отводите войска от Киева, а то с дулом у виска невозможно ни о чем договориться, тем более там было парафировано ряд вещей, которые там потом демонстрировались, я имею в виду первый Стамбул, да, и поэтому он выступал как лидер, ну, настоящий, да, то есть действующий. А сейчас как какая-то идет просто возня вокруг того, что давайте эксов. Но эксы ничего не решают. Мы помним Кучму в переговорном процессе в Минске. Ну, как бы Кучма, казалось бы, да, ну и то какой-то статус президент, ну когда-то, понимаете? То есть здесь очень интересен следующий вопрос. А как
как заставить реально запустить переговорный процесс? Вот смотрите, то есть если там Украина будет воевать с Россией и продолжается эта война и дальше, то какой-то существенный удар по Украине а, принудит Европу повысить уровень переговорного процесса, да, то есть чтобы какой-то консолидированный лидер или какой-то представитель от Европы был с полномочиями что-то решать от имени всей Европы. Или наоборот, это продолжение войны ровно для того, чтобы условно Россия каким-то макаром согласилась хоть на какого-то переговорщика и договорилась с Европой. В разрезе договоренности Россия и Европа какой сценарий более очевиден и вообще есть ли перспектива? Вы так просто очень скептически настроены, но давайте будем честны. Если Европа будет продолжать давать деньги, деньги у нее не безразмерные, то есть понятно, что там это экономика, понятно, что это там полмиллиарда населения, понятно, что это, ну, в общем, сила, НАТО и все дела. Но давайте тоже будем откровенны. Уничтожение или какой-то урон военный, который гипотетически Россия нанесет Украине, сможет ли заставить Европу реально договариваться? Очень хороший вопрос, Александр. Их очень много. Давайте попробуем по порядку. Ну, давайте так. Европу сейчас пока ничто не заставит договариваться с Россией. Они уже вот этот, знаете, такой локомотив вот войны, он уже запущен и идет. Извините за столь такое сравнение образное. С другой стороны, Европа перевооружает свою, ну, вернее так, трансформирует и модернизирует свою оборонную промышленность. И вопрос такой, это которая иллюзия для всех нас. У нее деньги на войну с Россией есть. Учитывая тот фактор и тот, как бы, тот вид действий, который сейчас на фронте, извините, вот так вот я простым языком скажу, вон денег хватит и у Украины, и у России, и у людей Украины хватит надолго, потому что линия фронта стоит практически, это раз. Второе, Нет, это... давайте я сразу, Подождите, извините, пожалуйста, я сразу вам сопонирую, потому что если мы говорим о том, что эскалация растет и уровень эскалации растет, то, соответственно, и деньги другие. Смотрите, деньги там, и эскалация на тех же деньгах, которые есть сейчас растет. Допустим, Соединенные Штаты, я там тоже вам оппонирую Алаверды, как говорится. Смотрите, Соединенные Штаты сказали, что они сейчас военную помощь не представляют, а активность украинских ударов по России возросла. Правда ведь или нет? Ну вот простая арифметика, тут не надо быть семипядей во лбу или каким-то страшным аналитиком. С другой стороны, деньги у европейцев, когда там считают 0,25% от ВВП или от оборонного бюджета, это хватит на войну Украины. Мы считаем десятки аналитических материалов и видим, что 17 триллионов совокупного ВВП Европейского Союза, плюс еще британцы, вот. Я вам считаю, что там денег более чем достаточно. И пусть еще Соединенные Штаты все равно прямо или опосредованно дают многомиллиардную помощь в виде старлинков, ну, имеется в виду, которые конвертируются в те же деньги, и в ту же развединформации, которая не бесплатна. Вот вам ответ на вопрос. То есть этого хватает. Вопрос другой, что если какие-то подвижки на фронте будут, это уже другой разговор. Мы ведем разговор в той парадигме, которую имеем сейчас. Итак, смотрите, давайте по пунктам попробуем. У европейцев сейчас деньги и оружие для Украины есть. Тем более так, как ведется война, она может вестись очень долго. В случае эскалации будут пересматриваться вопросы. Дальше доставать из нафталина, как вы говорите, или из каких-то экстров, как вы абсолютно правильно сказали. Это возможно, но это опять-таки о переговорах речи сейчас не идет, если говорить по факту. Будут ли участвовать в переговорах? И вот эти, кто-то из европейских политиков, такие вялые заявления там Струба, то Чеха, то словаков, то французов, они ни о чем сейчас, потому что они не о переговорном процессе, потому что европейцы к этому не готовы относительно. И это носит, на мой взгляд, абсолютно имитационный характер. Если захотели бы вести разговор, они будут вести. Они будут его вести только в том случае, когда ситуация для них изменится в худшую сторону. Пока они видят, что они России могут наносить ущерб, они говорят о том, что у Украины есть козыря для войны с Россией, и, собственно, на этом фоне строится эскалация. Теперь вопрос, касающийся, скажем, каких-то вот экономических преобразований, которые идут в Европе. Я еще раз говорю, милитаризация Европы, она как раз, война на Украине дает возможность оттяжку для того, чтобы европейцам активнее милитаризировать и модернизировать свой ВПК и свою армию. Тем более, что мы говорим, что в этом однополярном мире, я подчеркиваю,
есть два как бы мини-полюса, одного две составляющие, извините, большой Соединенные Штаты и второй Евросоюз или НАТО. То есть они никуда из этой орбиты однополярного мира не вышли, просто как бы немножко клонировались, скажем так, я совершенно примитивно скажу, европейцы в данном случае, они, собственно, выполняют те же задачи глобальные, как и выполняли дальше, просто у них фронт действий сейчас это Россия, а у Соединенных Штатов это Китай, это весь мир, у них Ближний Восток и так далее. Опять-таки, если смотреть на эту ситуацию с точки зрения того, что европейцы по-прежнему являются союзниками базовыми Соединенных Штатов, как бы ни ругались, пока этот статус-кво сохраняется. Просто они более автономны сейчас в своих поступках. Вернемся в Украину. Прискорбно, ну вот судя даже по нашему разговору сегодняшнему, да, как он идет. То есть мы понимаем, что Украина не субъект. Но это очевидно уже давно было, с 2014 года. Вот это случилось в 2014 году. Вернее, Майдан еще какой-то давал надежду. Когда поломали власть, все, точка. Это точка невозврата. Первый, вот, когда мы подошли в этот конфликт экзистенциальный, 2004 год. Первый Майдан, я просто говорю, а 2014 год это второй, это 22 февраля, после того, как Янукович подписался с европейцами эту историю, после этого, как власть на Украине, собственно, поменяла. Все. Вот после этого Украина потеряла свою субъектность. Раз и навсегда. Исходя из этого, тут ведь очень интересно. Вот вы говорите, поломали власть. Сейчас то, что происходит вокруг Ермака, с чего я начал, это тоже ломка своего рода. Ломка системы. Причем коррупция здесь используется именно как инструмент ломки этой системы. Мы видели молчащего Буданова, который только вот сейчас, там пару дней назад, разразился такими интересными заявлениями. Ну, опять-таки, тоже про субъектность, про, ну, такое, в общем, как бы в поддержку Зеленского. До этого молчал. Видимо, ждал каких-то указаний и ориентировался на местности, на ситуации. Если Ермак с вот этой своей, скажем так, ночевкой, ну там, не знаю, насколько можно доверять этой информации, там, это Дубинский из этого же СИЗО пишет, что ему там и на чай его водили, и еду из ресторана привозили, и в платной камере он там, то есть как бы чалился нормально с этой точки зрения, да, то есть в принципе, но это шоу нужно было исключительно в том числе и для того, чтобы размежевать, ну, условно, коррупцию и светлый лик вот этого замечательного руководителя, который, помните, как рассказывал про диктатуру, про тоталитаризм, и вот сейчас там был вчера праздник, ну, день, памятная дата, да, ну, день в календаре, когда отмечали советские репрессии, в общем, и тех людей вспоминали, которые погибли. Ну, по Быковне ходил с Зеленской вместе, как бы Зеленский, и, в общем-то, короче, его, получается, ну как, отстегивают, сепарируют от этого кодла. Насколько это удастся, вопрос. Потому что украинцы, конечно, тоже, ну, в общем, их общественное мнение, вы как социолог, наверное, подтвердите, мало что, в принципе, значит. Все видят все понимают. Все видят, как условно стали сборы нормальных волонтеров для фронта, которым там сейчас же как лето, и вот поэтому быстро-быстро надо там покупать какие-то, в общем, готовиться к зиме, есть запросы от армии, люди обычные, не стерненки вот эти с притулами, они там собирают, ну, я имею в виду такой очень низкий уровень этого волонтерства, без этих неимоверных фондов. И они собирают, и сборы стоят. Очень тяжело собрать там на какие-то, я не знаю, элементарные вещи, да, для того, чтобы как-то фронт был и фронт поддержать. Но за Ермака находят и еще и переплачивают, чтобы он вышел из СИЗО, и это все выглядит как какое-то шоу, что вот, смотрите, победа справедливости, не дадим НАБУ и САП, там вот это вот все, произвол и бесчинство чинить и так далее, и так далее. То есть, ну вот так представляют офисные вот эту ситуацию. Получается, если идет по этому сценарию офисных, Зеленского отстегивают, чтобы что? Чтобы как перенастроить вот эти шестеренки власти в Украине?
Ну, я думаю, что никто его не отстегнет, потому что коррупционный скандал будет его преследовать до конца того срока или времени, когда он будет у власти, называем так. Это моя позиция частная. Вопрос такой, что вот такое сравнение Ермака, что волонтеры не могут денег собрать, а на него деньги нашлись, но точно, ну, с моей точки зрения, опять-таки, никаким образом позитивно не повлияет ни на Зеленского, ни на Ермака и не подтвердит этот раскол в обществе. Раскол в обществе уже состоялся. Неприятие к украинской нынешней власти, оно больше, чем мы себе представляем. Это, собственно, вопрос следующий, который я хочу сказать. Это, кстати, на Украине эксперты многие подтвердили, что вот здесь вот социология, наверное, ну, как инструмент практически не работает. Я очень так деликатно постараюсь сказать, потому что социологи свою работу выполняют и выполняют качественно. Там довольно много профессиональных ребят, которые могут работать даже в экстремальных условиях. Но даже в этих условиях экстремальная социология уже не работает. Она не дает того результата, который отражает общественный настрой. Потому что когда большинство тем табуировано, это раз, люди не будут, там шкала ложности очень высокая, достижимость результата очень низкая, и людей количество попадающих под опросы минимальное. Собственно, это те ключевые позиции, о которых мы, в общем-то, можем сказать, что там социология как инструмент перестала работать. И во многом, кстати, благодаря этой власти. Но они забыли... А почему вы тогда утверждаете, что раскол состоялся? Раскол состоялся, потому что есть такие все-таки еще методы социологические, даже не обязательно, это чисто человеческое жизненное наблюдение. Давайте так. Если количественный аспект, он не рабочий. А социология, когда, извините, включенное наблюдение, оно никуда не отменяется. Какие-то экспертные оценки, они никуда не делись. Это тоже инструментарий социологии. Говорит о том, что вот этот конфликт в обществе есть, и неприятие общества есть хотя бы обществом того же ТЦК, обществом той же власти, включая вот это окружение ближайшее Зеленского, потому что подавляющее большинство людей, они же игрались довольно долго в эту демократию, что это близкий круг. Когда твои друзья по 20 лет, с которыми ты, условно говоря, зарабатывал свой первый $1 миллион, условно говоря, будучи еще молодыми совершенно людьми. Но я думаю, что они в курсе всех этих вопросов. Это даже, знаете, ну, как бы люди, которые понимают немного в этом, или просто, ну, как бы с точки зрения элементарного здравого смысла, понимаешь, что человек абсолютно встроен в эту систему финансовых отношений, которые находятся в украинской власти. Вот это очевидные вещи. Поэтому скандал, вот этот финансовый, который с Миндичами там, и со всеми другими, он никуда не делся и не денется. Кризис власти и Зеленского, он будет усугубляться. И вопрос о том, что периодически, когда попадаются какие-то исследования, ну, это, скорее всего, уже то, чем занимаются технологи, это формирующие опросы, но они никакого отношения к социологии не имеют. И возвращаясь к тому, что вот как бы там отношение к тому же Ермаку, никогда он не был лидером общественного мнения, вообще, когда еще даже до войны, когда еще более-менее чистое можно было делать опросы, в смысле без больших перекосов и без большого количества отказников. И вопросы вполне были такие нормальные, не требующие там, того, чтобы человек прежде подумал, стоит ли ему это отвечать на такой вопрос. Поэтому, Александр, вывод мой такой. Никуда Зеленский с этого уже, с этой лодки не денется. Вот. Никак его отбелить и отмыть не получится. И вопрос там сепарирования Ермака и всех остальных, я думаю, что это, знаете, ну как сказать, такие нелепые вещи. Вот когда Миндич выступила, Мендель, извините, Мендель выступила о том, что там о Зеленском, и вот сразу украинские паблики написали, там на миротворец снесли ее. Это как раз свидетельствует о том, что там в кризисе есть даже тех людей, которые пиар обеспечивают Зеленского. И так же, как там какая-то волонтерка выступила, что Ермака посадили за то, что он хотел разработать ядерное оружие. Но больше дичи, конечно, слушать. Нет, ну подождите, это же вещи, это люди как бы в эфир выдали, это время нашли в эфире, это нашли время, даже мы с вами сейчас обсуждаем эту вещь, ну как бы еще раз говорю, люди сейчас очень имеют короткий горизонт планирования. Люди заняты выживанием, они ненавидят эту власть, не принимают ее. Они ненавидят и Россию, по большому счету, очень много. На этом и держится каркас, скажем, вот той украинской сейчас государственности, которая существует. Потому что только вы отключите точку питания, вот понимаете, в виде доступа, но это понимают все. Об этом прямо или косвенно говорят другие. Без помощи, то есть страна, в чем это? Любой аргумент, может быть, с нами могут спорить, там, соглашаться или как бы принимать во внимание нашу точку зрения, но одно очевидно для всех. Как только вот этот штепсель будет вытянут из подпитки финансовой, энергетической, военной, как вы хотите, вот эта вся конструкция, она рухнет одномоментно.
Это Вот очевидно. про конструкцию вы не ответили на вопрос. Да. Получается, Зеленского под что затачивают вот, в Я текущем думаю, что его положении? уже заточили, что он уже не лидер общественного мнения, раз, но что это человек, который не такой, как был в 22 году, что только от него он единственный вот этот представитель вертикали власти. У него, как минимум, если затачивает по что не его, а общество, что у него есть уже альтернатива. В виде, там, не знаю, мне не важно сейчас, там, Залужный будет, Буданов, ну, скорее всего, уже не Залужный, потому что, как бы, совершенно... Хотя, я говорю, любая другая фигура, хоть там какой-то совет атаманов будет, да ради бога. Какой-то формат, либо Верховная Рада, либо лидер какой в виде Буданова. Но очевидно, что он уже не единоличный лидер страны, и он понимает свое положение. И это на Украине, кстати, тоже понимает, что он уже вот этот конструкт, который был всесильный Ермак, всесильные его друзья, которые считали все деньги в стране, и никакой альтернативы не было. Вот. И у них сейчас, по большому счету, ну, я думаю, что какая-то модель готовится к перестановке во власти, но не путем выборов, на мой взгляд. Потому что, ну, вот сирийский вариант, почему нет? Прогнозы, которые строят, я же параллельно смотрю и прогнозы на будущее, которые дают там финансовые аналитики, там, политические там, какие-то организации, то опять вернулись, вот промелькнуло несколько раз формулировка «финский сценарий». Ну, финский сценарий, он хорош, в общем-то, как бы даже исторически можно как-то привязать, потому что только финны – это чужой народ, по большому счету, был. Но в Российской империи вполне были лояльные империи люди, потому что получили впервые независимость в 808 году от Александра Первого, по-моему, это по году сейчас точно не скажу, ну, короче, больше 100 лет находились в Российской империи не на правах париев. Понимаете, это совершенно другая история. Вместе с территориями, кстати, зашли. И у шведов вот эту шведскую войну как раз русские отвоевали Финляндию и дали такие автономии, такую власть, которую она не имела слова никогда. Украина в данном случае, она была часть имперского проекта, и, собственно, вопрос, который будет стоять о будущем, мы пока себе даже его не задаем. Какой вариант? С финнами эту историю можно прокачивать. Но финский сценарий о том, что какой-то мир будет с потерей территории, очень сложно сейчас промоделировать, потому что сейчас речь не идет ни о Донбассе, ни о территории, хотя это важно. Речь идет о том, какой будет формат отношений Украины и России. Если Финляндия она стала нейтральной страной после войны, давайте так скажем, то украинская власть сохраняется, меняется. Какой формат власти? Либо война продолжается. У меня пока нет ответа на этот вопрос, как, наверное, у многих из тех, кто нас сейчас слушает. Почему? Потому что, ну, давайте так, никто вам не даст сейчас точную картинку. Разброс мнений, давайте я как социолог вам скажу. Вот от того, что Россию будут доламывать и как бы расчленять, те мнения, которые присутствуют в части европейцев, да и американцев тоже, и на Украине, те, кто, в общем, заточен до того, что, в принципе, Украина может как бы договориться с Россией, пойти на определенные уступки и вступить в Евросоюз, и как бы какой-то сохранить нейтральный статус, и тогда вернутся многие люди на Украину. Но опять-таки, вот я такое поле нарисовал, вернее, две полярные позиции, причем, наверное, их может каждый корректировать, как будет удобно, но какие-то базовые вещи есть. От продолжения конфликта и уничтожения России до какого-то маломальски приемлемого варианта для двух. Но мы пока точно не знаем, ведь если мы говорим о заявлениях политиков, то сейчас точно, если говорить с точки зрения президента России, вот, это то, чтобы из Украины не сходила угроза для России, чтобы она имела ну, то, что было в Стамбуле. Вы начали с этого эфира, да? Там нейтральный статус, там демилитаризация, какие-то соглашения экономические, там вопрос вхождения в Евросоюз остается открытым. Я считаю, что это невероятный приз был бы для Украины, потому что в данном случае это бы помогло решить многие вопросы, включая демографические. Страна, которая попадает в Ну, Евросоюз, смотрите, получает по поводу финского сценария сейчас, конечно, мало актуальна эта вся история, потому что Конечно. Финляндия это в НАТО. Ну вот, Да. ну там как, Россия же комментировала Они этот меряют вопрос. после Второй мировой войны, Саша, да. Нет, имеется в виду, что да, Финляндия в НАТО, но как бы от Финляндии мы не ждем никаких там нападений, угроз и так далее, поэтому, ну, зашли, ну и бог с вами. То есть как бы так очень и очень так все очень своеобразным образом. Вообще, конечно, поражает позиционирование России, и тут ты или чего-то не знаешь, или ты просто, ну, немножко теряешься. Ну вот смотрите, по поводу скандала коррупционного. Я не понял, если честно, вот этого какого-то вброса,
Ну, значит, российские медиа, ссылаясь на российские спецслужбы каких-то силовиков, говорят, что НАБУ и САП готовят подозрение на Зеленскую. Ну, типа, на Зеленского нельзя, а вот на Зеленскую можно. И это гуляет несколько дней там по разным центральным российским средствам массовой информации, что вот они все перепечатывают, что вот-вот-вот. И тут нашлись даже какие-то, опять-таки, по утверждению украинские политтехнологи, которые советуют Зеленскому развестись, причем максимально публично, да, вокруг этого скандала, выходит на БУИСАП и говорит, не-не-не, мы как бы не расследуем против Зеленской ничего. Но возникает тогда вопрос, если вы не расследуете ничего, то, ну, есть же информация там, да, она подтверждается, и мы просто год назад еще знали, что голос Зеленской есть на этих пленках Миндича. Плюс она там занималась обустройством этого дома, да, четвертого дома. Что там за... А кто такой R1? То есть если всех R2, R3, R4 понятно, а R1? Говорили, что может какая-то женщина. Ну, в общем, все так и подумали на Зеленскую. То есть сказать, что это там... Ну, дыма без огня не бывает, конечно, но максимально, ну, такие достаточно... Ой, ну, слабые, что ли, информационные действия демонстрирует российское медиаполе в отношении этого скандала. Почему? Это такое сугубо непонимание процессов или это какая-то такая своя, ну, очень понятная немногим игра? У меня такую на дорожку скользкую выводите, Саша. Ну, давайте так, еще раз говорю, если по Зеленской. Но еще раз говорю, это часть того же белого шума, как Ермак. Еще раз говорю, если хотели бы, на мой взгляд, поменять Зеленского или как-то его поставить в то положение, где он будет принимать те решения, которые кому-либо нужны, скажем так, то эту задачу решили. Еще раз говорю, вот вам, пожалуйста, иранское руководство, вот вам Мадуро, вот вам еще там, вот вам Строскан, какие еще аргументы нужны. В данном случае это продолжение той кампании, какое будет, не будет. Это условия, ну, скажем так, тема для обывателей, для того, чтобы, как вы правильно сказали, некие технологи вот, пытались там куражиться в этой теме. Ничего это не даст ни для Зеленского, ни для него. Он и так в очень уязвимом положении. Вопрос о его замене будет стоять, ну, уже как-то по-другому. То есть, если это создавать некую критическую массу и создавать эффект, что это некая субъектность, что тут накопительный эффект кризисных моментов во власти. Ну, может, это тягомотина можно растянуть еще на очень долгое время. Почему бы нет? Но почему в России такое понимание, вернее, такая интерпретация событий, я не готов, откровенно говоря, сказать. Вернее, может быть, у меня есть аргументы, вот, понимание ситуации. Я думаю, что, ну, давайте так, все процессы, которые сейчас происходят на политическом треке Украины, условно политическом, подчеркиваю, Россия на них никакого влияния не имеет. У нас есть тяжелейшее противостояние военное, экономическое, вот это оно есть, экзистенциальное противостояние, оно несколько выше. Вот, но повлиять на то, что там были люди, которые бы, условно говоря, проявили бы лояльность к России или, во всяком случае, какой-то нейтральный характер беседы, общения, возможных переговоров, таких людей, во всяком случае, на сегодняшний момент нет, либо пока их позиция абсолютно не слышна. И поэтому, наверное, заявления российских политиков, там, чиновников, они связаны с тем, что, ну, хорошо, ну, Зеленский, какая разница? Они что, могут повлиять, что ли? Они подбросили этот материал. Что они дали эти деньги? Это занятие вот американцев и европейцев. Это выяснение отношений внутри этого плана, которому принадлежит сейчас в той или иной сфере, на каких правах, ну, об этом тоже можно даже дискутировать, Украина. То есть в данном случае это чужая возня. Еще раз подчеркиваю, война идет, но влияние на эти процессы, ну, точно идут не из Москвы. Поэтому они, как, наверное, как и многие люди, которые не то чтобы далеки, но которые не могут влиять на процессы, так и комментируют это. Потому что они эту историю создали, не ими эту историю решать. Потому что пока вот этот процесс сбросов информационных, каких-то денежных вопросов, помощи военной и так далее, он осуществляется совершенно другими людьми. Россия в этом плане может быть только субъектна, ну не субъектна, а усилить свое влияние, и ее голос стал бы более слышным, если бы это действительно были прямые переговоры между Россией и Украиной без посредников. Такой вариант, он сейчас даже выглядит как фантастический, но исключать ничего нельзя. В жизни бывает много чего, которое в конечном счете приводит к каким-то решениям. Базовый вопрос, все-таки к началу нашего диалога, наше братоубийственное самоистребление, оно сейчас
ни на руку ни России, ни Украине по факту. То есть вот как я вижу себе картину мира. Я достаточно, ну, опять-таки, анализируя все происходящее, немного нахожусь в таком диссонансе. Ну, то есть это абсолютно нелогично. Смотрите, сейчас Зеленский говорит, наши дальнобойные санкции, мы бьем по России, в общем, вот там какой-то гастарбайтер из Индии погиб, там посольство приезжает, просто люди погибают, да, в момент вот этих атак, в дома влетает это все, как бы мы все видим, наблюдаем. С украинской точки зрения это преподносится как какой-то вот, ну, месть какая-то, да, смотрите, теперь и вы посидите под тревогами, там где-то, в общем-то, в Подмосковье, в Москве, в других областях, там, центральной или средней полосы России, неважно, на юге, понятно, там, да, кто-то говорит, вот новая ТУЭПСА теперь в Подмосковье, мол, по делам вам, вот смотрите, как и Зеленский на этом играет и козыряет, что вот, мол, вы тогда начинали войну, а сейчас вот она докатилась до вас, мы перебросим войну на вашу территорию. Я пытаюсь в этой ситуации включить какой-то рацио и плюс-минус сравнить определенные вещи. Украина под огнем, пятый год, причем под таким огнем, достаточно плотным. Да, я соглашусь со всеми теми аналитиками, которые говорят, что нет, смерть это ужасно, особенно когда прилетает в дом 24 трупа, ну, в общем, это всегда... И за все эти годы войны, там уже ООН посчитала количество погибших гражданских и так далее. Но я соглашусь все равно, что характер войны такой, который не нацелен на мирное население. Не нацелен. И тут вот как ты ни посмотри, под какой линзой, под каким увеличительным стеклом. Это война не на истребление там народа, на то, чтобы убить побольше людей, чтобы, в общем-то, да, ну, как бы... Я не скажу, что это очень щадящая война, ни в коем случае. Тут я не согласен с этими всеми, скажем так, аналитиками. Но это не против мирняка, точно. Причем со стороны Украины, со стороны России, а это вот сопутствующие потери, то, что мы видим, эти безумные, конечно, жертвы и ужасные истории, там чисто человеческие. Принимая это во внимание, никто не может мне дать ответ на вопрос, что это дает. То есть, смотрите, кроме мести, понятно, кроме вот этого всего. То есть ударами по Москве захотят или как приблизят Путина сдать назад и, в общем-то, умерить свои аппетиты в условиях завершения войны с вот этого июньского, да, где перед Министерством иностранных дел выступал Путин по поводу вывода войск с территорий, которые включены в состав Конституции Российской Федерации. То есть никто не может дать ответ, что это вот произойдет. Вот это вот принуждение Путина сесть за стол переговоров. Почему? С точки зрения народа, да, то есть Украину обстреливают пятый год, война не остановилась, никто из украинского народа не надавил на руководство, и руководство не вышло и сказало, ой, у нас такие разрушения, такие потери, давайте заканчивать. Почему такая логика, что россияне взбунтуются, и Кремль скажет, ай-ай-ай, боимся, давай там, Зеленский, как ты хотел, стоим, где стоим, все, завершаем войну. Кто прописывает вот эту логику? Вот это же абсурд, это же как? Это же не работает заведомо, ну, по крайней мере, мне так кажется. Ну, почему нет? Есть представление о том, на Западе, опять-таки, мы ссылаемся на аналитические источники и заявления политиков, что России нужно нанести, извините за занудство, но стратегическое поражение. Вот они из этого исходят, это раз. Россию вычеркнули из Европы, это два. Железный занавес построили три. Русских отменили, по большому счету, в Европе, это четыре. Пятый аргумент то, что Украина как сохраняется как проект, как таран против России. И поэтому все аргументы, которые связаны с тем, что болезненный ущерб нанесли там, Московской области, ударом в глубь России, как раз и говорит о том, что, оказывается, без помощи Соединенных Штатов, как сказал Зеленский, хотя, еще раз говорю, за кадром остается как минимум три вида помощи базовых для Украины. Это разведданные, старлинки и военная помощь, которая никуда не делась, просто которую оплачивают европейцы. И исходя из этого, мы можем сделать простой, ну, на мой взгляд, такой сложный, тяжелый вывод, что эта война, в принципе, продолжается. Вопрос мирного населения, да, вы правы, может быть, это не газы, которые стирали с лица земли, да,
Но абсолютно правильно. Это трагедия огромного количества людей. Это трагедия миллионов людей. Это даже никто здесь, стоя с другой стороны, под сомнение ставить не будет. Здесь вопрос один возникает. Теряется ли, скажем, да, может быть, мирная эта речь не идет о миллионах там жизней погибших мирных жителей, но опять-таки это драма и трагедия, которая еще до войны случилась с Украиной, имеется в виду очень серьезная депопуляция. Война ее просто стремительно усилила, плюс миграционные процессы, разрыв тканей, социальных тканей украинского общества, это то, что происходит в реальности. Это любой украинец скажет, который живет внутри. Это внутренние мигранты, это внутренние конфликты в обществе, это тотальное недоверие к украинской власти, это отсутствие картины будущего. Я вам просто рисую те моменты, которые абсолютно четко отражают жизнь. Потому что если у человека нет картины будущего на сегодняшний день, есть только ненависть, на нем можно жить и довольно долго. Но здесь ничего построить нельзя. Здесь нет созидателей, нет людей, которые готовы что-то строить. Пока доминируют те, кто разрушает. Люди в этом обществе жить не может и воспроизводиться тоже не может. Количество смертей превышает рождаемость раза в 3. Это как раз и говорит о том, что это устойчивый, я бы назвал это, как усиливает, конечно, эту фразу, что это демографическая катастрофа, и здесь как бы это не фигура речи. Потому что с такими темпами убыли населения на Украине восстановить вот генотип будет очень сложно. И вот опять те фразы касательно вы уже говорили, что он выступает за то, что там 18-летних нельзя, скажем, отправлять, потому что это подорвет окончательно генотип украинского общества. Здесь, наверное, с ним многие будут соглашаться, а европейцы настаивают на том, чтобы украинцы продолжали войну. Следующий аргумент говорит о том, что почему эти критичные потери для Украины, несмотря на то, что среди мирных жителей, может, не такие большие потери, как это обычно бывает в войнах. Среди военных то потери очень большие, правда ведь, Александр? Мы, конечно, когда рано или поздно мы поймем, какие потери возвратные, безвозвратные и в России, и на Украине были. Этот вопрос, я думаю, рано или поздно войдет, потому что все равно эти цифры есть. Они просто в свое время будут преданы огласке. Вопрос о том, что потеря вот этой вот, скажем так, желания жить в своей стране для миллионов людей. ООНовские данные мы с вами смотрим практически, заметьте, каждую неделю мы смотрим о том, что сколько людей вернутся в случае мира, какие могут быть и моделируют ситуации, когда бы украинцы вернулись. Евгений Эдуардович, смотрите, тут вот вы обрисовываете ситуацию со стороны Украины. Почему, откуда уверенность, что россияне, на которых уже санкции, давно, это давно, давайте честно, вот эти все моменты, когда надо куда-то лететь, это транзитом через другие страны, товары какие-то там, да, где-то импортозамещение, где-то еще. Вот что они из-за ударов дронами по ним повлияют на руководство так завершить войну, как хочет Зеленский. Откуда эта уверенность? Я закончу свою мысль. Да, вот мы по украинский вопрос говорим, что здесь кризис очень серьезный и глубокий. И война его точно не приблизит. Скорее всего, это раскол усилится. Теперь о России. Это просто первая украинская тема. Вторая. Здесь и выбран момент, на мой взгляд, достаточно с точки зрения логики военных действий со стороны Украины правильно, потому что выборы в России будут в ближайшее время. И вот этот расшатать внутриполитическую ситуацию, да, я полагаю, что это опять-таки мы читаем ту аналитику, которую ставит перед собой украинское руководство, чтобы, безусловно, создать внутри страны недовольство. То есть это достоит практически для глубоких регионов России, то есть в глубинку уже улетает это все, и чтобы вызвать недовольство власти. И то, чтобы Путин согласился на условия Зеленского. Это один вариант ответа. То есть, когда и расшатать ситуацию, то, с чего начинали 22 год. Что Россия в этой войне не устоит, потому что Россия там потерпела поражение. Это же был 22 год, правильно? Уже после того, как вы начали, опять-таки, эфир с того, что и Макрон попросил, чтобы отвели войска, и парафированные соглашения были стамбульские, которые не состоялись. А теперь возникает вопрос, да, что Путин может пойти на уступки с условием того, что много лет санкций они могут нанести, они и так наносят ущерб России, нанесут еще больше. Но есть одна оговорка. Россия ресурсоизбыточная страна. При всех издержках, то есть запас прочности у нее больше. Опять-таки говорю, это не отменяет то, что предкризисные явления могут быть и шатать ситуацию. Очевидно, те, кто модерирует ее и вот эти действия проводят, что, возможно, они
могут получить такой результат на выборах, как минимум дестабилизировать ситуацию или как минимум усложнить жизнь Подождите, российского стойте, правительства. давайте я уточню, чтобы было понятно. А что вы... подождите, а Госдума это прям там, Подождите, прям такая ветвь власти? Прям она прям давайте, может подождите, мы сейчас пошатать решение... Россию? Не, подождите, сейчас не о Госдуме сейчас идет речь, а о Так выборы брожении. в Госдуму. Смотрите, выборы Госдумы это как бы это политическое действие, а внутри этого политического действия есть процесс, который предусматривает некая дискуссия, обсуждение, поднятие на поверхность неприятных, нехороших тем. Так я же говорю, это один из вариантов. Выборы в Госдуму – это поле, на котором могут эти процессы негативные концентрироваться и происходить. Еще раз говорю, давление это будет прежде всего на президента Российской Федерации, а Дума как составная часть российской политической жизни в нынешних условиях как есть. Опять-таки возвращаясь к мысли о том, что это может заставить президента России и политическое руководство, которое имеет отношение к принятию решений, пройти на условия Зеленского. Но здесь я добавляю еще один аргумент. А если это только ужесточит позицию российского политического руководства, что раз уже такая ситуация, Европа точно договариваться не хочет, дух Анкориджа, он как бы сладок и далекий и уже не очень приятен. В других регионах мира, в той же Средней Азии, Закавказье, набирают силу процессы, которые очень неприятно могут в перспективе быть для России. Оно, наверное, может и вынудить, почему такой вариант мы не рассматриваем, что российское руководство на более жесткие меры. Вот, понимаете, ведь по большому счету сейчас же не переговоры Си Цзиньпина с Трампом, там же они свои вопросы решались, но обсуждалась Украина, обсуждался Иран. Очевидно, там не все так линейно, как принято говорить. То есть вот там за кадром вот это большая политика, за которой, наверное, последует решение, которое мы, может быть, сразу или там прямо не увидим. Ну и также визит президента России в Китай в ближайшие дни, как раз после визита в Штаты. Может быть, какие-то могут быть моменты внутренние поворотные. Но смотрите, ожидание от Анкориджа было какое? От прихода Трампа, правда ведь, Александр? Это, кстати, один из вопросов, который вы задавали еще в начале эфира. Как раз идет о том, что вот, пожалуйста, какие маяки были. Вот он мир казался. Вот Трамп пришел, я за неделю решил вопрос. За день закончил войну. Не закончил. Вот Анкоридж включился. Давайте мы попробуем что-то сделать, и дух сохраняется, и Лавров задает критический вопрос: ребята, где дух Анкориджа? Президент свою позицию сказал, а политическое руководство как бы выбрасывает на поверхность: подождите, с таким духом мы далеко не проедем. И вот на этом фоне, да, с одной стороны вы говорите, что для России мы сейчас на России сконцентрировались. Выборы в Госдуму – это поле, на котором могут быть вот эти явления негативные политические, что там неуверенность в российской власти, атака и давление на президента, давление на политические элиты, на бизнес-элиты, что вот эта война ничего хорошего России не принесет, что у нее нет ресурсов для того, чтобы воевать в Украине. Предположим, это одна позиция, которую мы видим и читаем. Но с другой стороны, я еще раз говорю, это может заставить российское руководство и элиты, которые сейчас в власти находятся, я тоже многих там вещей, наверное, не знаю, не понимаю, но принять более жесткие решения. Ну и которые поддержаны будут народом, который под обстрелом. Да, безусловно. Нет, мы же проходили, мы в Украине, мы проходили этот путь. Ну, точно так же. У Зеленского был рейтинг, прости господи, там, да. 90 с лишним процентов, да. Но когда война, так все сразу консолидировались вокруг. Тут очень интересный момент, и вот это, кстати, так, знаете, рисуется картинка, что то как бы российская власть, вот эти элиты, как бы народ... ну, я не скажу, там пытаются уберечь. Ну, в общем, они пытаются сохранить вот эту мирную жизнь. Ну, вот мирную жизнь. А они же могут пойти по другому пути и сказать: у нас война. Ну, то есть, как бы и народ, как ни крути, он мобилизируется, получится обратный эффект. И вот этот вот ненависть, раскол между россиянами и украинцами еще углубится, еще больше углубится. И будет, собственно, уже такая достаточно серьезная накачка, когда на тех же выборах в Госдуму, ну, тут у меня такое отношение, оно специфическое, возможно, я там где-то не прав, но я думаю, что, ну, не то, что она бутафорская Госдума, но это такой
хороший такой традиционный элемент, да, то есть политики для Российской Федерации. Все равно все решается в Кремле, в этих башнях, в этих коридорах и, собственно, в правительстве. Вот эти ветви власти в Федерации, они важнее. То есть это Совет Федерации, вот это Госдума, это вот больше, ну, это так, это мое мнение, я не думаю, что, но мы увидим эти выборы вообще как бы с военными плакатами, билбордами на тему «А давайте-ка все дружно ухнем, поднатужимся и победим Украину», наоборот, будут вызывать консолидации. Вы упомянули очень важный момент, на нем я хочу сделать акцент, потому что, как говорил Штирлиц, запоминается первое и последнее. Евгений Эдуардович, странные какие-то вещи происходят. В Беларуси ядерное учение. Ну, все, как бы россияне как бы помогают, присутствуют, это же как бы их ядерное оружие, тем не менее, да, то есть они, вот белорусы, учатся запускать ядерные боеголовки. Зеленский, военно-морские силы Украины есть и такие, несмотря на все, скажем так, данные. Сегодня прям подсветили активно. Ну, во-первых, лупили очень серьезно по Днепру, Запорожью, по Одессе. Уже традиционно, конечно, ужас, что происходит. Там поразили нефтегазовые объекты. Сегодня отчитывались, что, ну, какие не называли, но я так понимаю, что в том числе там хранилища, заправки, вот эти все развязки и так далее, логистику нефтепродуктов в Днепропетровской области, в Днепре. Но ударили по Одессе. И Зеленский активно подсвечивает удар по судну, собственники которого в Китае. Значит, на борту китайцы, ну, в общем-то, да, торговое судно, и, ну, оно под флагом Маршалловых островов, ну, это как, это деталь, это для морской торговли, это такая история. То есть максимальный упор на то, что вот китайцы, немножко не сложилось, никто не пострадал. Ну, в общем, дрон Герань вот это ударила там по, в общем, по этому танкеру, по этому судну. Ну, как бы никто не пострадал, да, там ущерб нанесли, удар зафиксирован. Перед встречей Путина и Си Цзиньпина это очень понятно, вот этот вот как бы раздувание информационное вот этой истории, чтобы ее каким-то образом подпортить. Однако другие видят те же самые параллели, мы это часто к этому сегодня прибегали с вами, с 22 годом, когда условно СВО, начатое Путиным, началось после Олимпиады в Пекине, когда приезжал Си Цзиньпин и высказал поддержку. Он прямо, помните, перед выборами Путина сказал: мы за тебя, дорогой Владимир Владимирович. То есть и сейчас вот эта встреча, все связывают ее со встречей с Трампом. Ну, там долго уже как бы все увидели, там, подарки, которые выбросили, там, Маск как себя вел, как там жали руки, как вот это все, то есть очень много такого напускного, да, а по сути каким-то договоренностям, ну, нет, Белый дом, конечно, заявляет, что там сельхозпродукцию будет поставлять в США, Китай, там, увеличенные объемы, ну, а по сути, в общем, контакт, ну, в общем, слабая встреча. И все связывают встречей с Трампом. А не может ли быть эта встреча, которая не то чтобы там согласовывать, но как бы уведомить и, в общем-то, заручиться поддержкой как раз-таки к новому витку эскалации на территории Украины? Когда Путин и Си встретятся, поговорят, и на войне начнется, ну, новый, еще более тяжелый этап. Ну, я думаю, что, наверное, это может быть одной из составляющих, потому что говорит, что разговор Путина и Си Цзиньпина после встречи с Трампом, да, будет иметь некие последствия политические, потому что вот это та серьезная, глубокая, реальная политика, которая, собственно, еще осталась в мире. То есть вот эти все, как вы правильно сказали, вещи, там, рукопожатия, там, выброшенные подарки и так далее, это одна составляющая. Но договоренности какие-то есть, и, очевидно, за кадром остались вещи, которые важны для китайско, допустим, американских отношений. И как бы они соизмерили свои силы и возможности, как раз исходя из прошлого визита Трампа в Китай, что сейчас позиция Пекина более сильная, скажем так. Но опять-таки удары, которые нанесены по Ирану, по Кубе, по Венесуэле, это удары, которые, на мой взгляд, достаточно эффективны. Но по Ирану это отдельная тема, а Венесуэла уже в орбите Соединенных Штатов, и нефть отгружается уже в Соединенные Штаты.
Куба сейчас уже коллапс там уже случился практически энергетический. Вот, и это все те страны, с которыми у России и Китая союзнические отношения. Вот вам, пожалуйста, про Иран пока отложим в сторону, но там опять-таки все так картина не такая лучезарная, если посмотреть по факту. Имеется в виду, что там не закрыты многие, там просто обнажились многие темы, да, связанные со странами Ближнего Востока, с Израилем и так далее. А вот теперь, если посмотреть на то, что это даст для России. У России, исходя из этой ситуации, молчаливая поддержка Китая будет, наверное, и после визита, и до визита она была. Вопрос, какие шаги эффективные сможет ли сделать Россия на украинском направлении, которые будут результативны, а не продолжать вот эту вот историю. Ведь вы же тоже задали вопрос вполне такой правильный, на мой взгляд, потому что есть большое количество людей, которые говорят, давайте уже что-то делать, какую-то динамику в этих отношениях. Собственно, к этому и подталкивает и Украина. То есть вот та эскалация, которую мы сейчас видим с точки зрения вот взаимных ударов, как раз уже эскалация, Александр, она уже случилась. И если будут ресурсы и возможности дальше ее усиливать, вот это вопрос покажется в ближайшее время. И какие последствия после этого будут. А там уже, наверное, статика на фронте, вот тогда то поле, которое мы с вами еще не затрагивали, какие, если настраивать очень серьезные изменения. То есть на Украине тоже есть свой предел прочности, потому что население, по большому счету, многое войны это и не хочет. И она, может быть, и хотела бы ненавидеть Россию дальше многие, и, может быть, многие хотели бы сохраняться в этой парадигме. Но когда вся украинская элита, она вся коммерческая, она вся не национальная, давайте так назвать, как она вся воровитая во всех отношениях, когда она вывозит огромные деньги, речь идет о миллиардах долларов, и ничего с людьми не происходит, ни с одним из них. И мы рассуждаем вопрос, что будет там на 3 деньги для Ермака нет. Это чуть полная, она только ослабляет население. Это не суть вопроса. Это как раз говорит о том, что, смотря вот на эти вещи, вот как по мне, вот нет пока противодействия этому серьезному, но где-то там на грани слома есть, потому что вы спросили об украинском обществе. Да, это сейчас там мы говорим, что потери, они тяжелые со стороны населения, да, но с другой стороны есть миграция, разрушение социальных отношений, доверия. То есть вот то, что случилось, оно уже очень тяжело восстановить. Кто должен стать у власти, чтобы это привести в спокойствие? Допустим, в самом благоприятном, допустим, в нынешнем виде для части элиты положения. Пока это не просматривается. Варианты, я еще раз говорю, возможно, любые варианты. Нет, вы очень хороший ряд простроили. Очень важный, и, наверное, надо задуматься над этим. Смотрите, Куба, да, там уже говорят, дроны будут покупать. То есть, смотрите, нет жизни сейчас. нет, тут имеется в виду, тут же очень важный момент, да. Вот это вот мир поменялся, и вот почему войны никто не объявляет? Абсолютно точно. То есть, потому что вот парадигма такая, постмодерн, понимаете? И по большому счету, неважно будет, как будет страдать Куба, как ее будут разносить вот эти, они разнесут, американцы там на раз-два. Но тут же другое важно, да, на первый план выйдет. А сколько гераний или шахедов отправят из Кубы по там, Филадельфии, по Майами, вот туда, да, в ту сторону. Да, лететь недалеко, да. То есть тут же тоже очень интересно вот этот момент, да, и куда они будут бить, да, и как они тоже будут попадать в какие-то дома и так далее, там, а что скажут люди, те же американцы. То есть тут если мы идем по парадигме, которая вот началась и которая сейчас продолжается, мы обсуждали ее с точки зрения такого ущерба, да, репутационного, экономического, еще какого-то, военного ущерба, да, гражданского какого-то, другого, инфраструктурного, то это вот такая война. Иран нам показал, что можно повоевать и таким образом. И вы просто очень важный ряд простроили. Куба, Венесуэла, там еще ж вопросы с Панамским каналом. Сейчас вот сегодня начинается вот это, как это модно говорить после Путина, вот эта движуха, да, начинается по Гренландии. Сегодня представитель Трампа... как раз об этом и хотел сказать, да. Представитель Трампа приезжает туда, и, судя по всему, они будут окучивать Гренландию, и никто ее не забыл, не бросил. А где России и Китаю получить еще победу? Такую безусловную победу, как условно там в Венесуэле, у США, там, не знаю, там по Кубе еще вопросы, там по Гренландии, конечно, вопросы, там больше другой. Где? Получается, что в Иране
там не получится победы. Ну вот победы, хотя многие говорят, что Иран победил США, там все дела. Нет, безусловная победа на поле боя, это как бы у этого, условно, полюса, да, китайско-российского. Причем я почему говорю китайско-российского? Потому что понятно, что ну, все прекрасно понимают, что есть поддержка со стороны России, со стороны Китая в сторону России, да, со стороны там западного мира в сторону Украины. И, соответственно, мы можем прийти вот в этом ряде вот этих геополитических шашек, да, прийти к тому, что надо переходить где-то в дамке и уже и этой стороне. Ну, в шашках, в отличие от шахмат, всех шаги уже ходы уже просчитаны. Так То а есть здесь она тоже идет. уже все просчитано, ну Не подождите. факт, не факт. Тут есть многое. Если мы берем за основы то, что управляет мировое правительство, и постоянно речь идет об инопланетянах, которые, кстати, сейчас стали не только... Не, Саша, вот эта тема, я уже ее поднимал несколько раз. Вот это уже тема стала серьезной. Это уже не маргинальная тема, не для желтых там изданий каких-то, да, или там для каких-то передач с сомнительными персонажами. А в этом сейчас говорят, прежде всего поднимают эту тему американцы, то есть как бы, которые говорят о том, что в Европе, везде, так вы посмотрите, какие издания ключевые как раз эту тему подняли на щит. То есть на фоне. Вот идет сводка новостей даже по топовым каналам. Вот вам, пожалуйста, инопланетян заметили там в Мехико, там в Америке, еще где-то. С одной стороны, и тут переговоры Трампа и Си, тут война на Украине, тут заметили НЛО. Понимаете, вот такая точка. Раньше этой связки, извините, 2 года назад они не писали. Я просто говорю, какой фон поставили. Люди пока не акцентируют на этом внимание. Но я хотел бы и обратить почему внимание на эту тему. Потому что если учитывать, что это, предположим, как говорят, люди присутствуют, то к чему тогда это все? Это, знаете, такое где-то паскудно. Это у человека вот это зарождает либо надежду, либо сомнение, что вот эти на Земле не смогут справиться, а какое-то что-то справится, либо какая-то национальная история. Но отбросив эту всю тему, еще раз говорю, ее еще нужно изучить. На самом деле это серьезный вопрос. А теперь по Кубе. Да, действительно, там, насколько Куба продержится, этот вопрос остается открытый. Но есть один момент, что действительно вы сказали очень тоже важную вещь, Александр. Войны не знаю, как это не объявляется. Ведь, по сути дела, между Россией и Украиной войны нет. Ведь ушел 22 год, а через Суджу газ и нефть шла то через Россию, через Украину и через Белоруссию шла в Европу. Ничего. То есть войны-то не было, а торговля между Россией и Украиной была на миллионы долларов. Да, это были уже не 30%, как до 2014 года в товарообороте. Россия стояла 30% в украинском товарообороте. Но миллионы долларов все равно шли на Украину, когда шла война. Тоже такие вещи, которые можно задать. Вопрос, что они были. Но мы хотим получить ответ на другие, что будет дальше. Победа ли это Соединенных Штатов или победа это Китая и России. Я считаю, что по Ирану это... Я почему вынес эту тему за скобки? Потому что Иран сопротивляется один, да, есть, может, молчаливая поддержка, может, есть какая-то открытая поддержка Китая и России. Но я вам скажу так, то как действия Трампа саботируют европейцы, практически все, часть арабских стран, вот, то тут много вопросов открытых остается. Но опять-таки мы это тоже на эту тему посмотрим со стороны. Все равно базовые страны все равно помогают Соединенным Штатам в борьбе вот, на мировом пространстве. Может быть, где-то они упираются, может быть, где-то они там не хотят, саботируют процессы. Но в целом они пока в одной орбите. Даже вот это чувствительное поражение, о котором мы забыли аналогию, потому что события наматываются с такой скоростью, что Трампу-то нанесли европейцы очень существенное моральное поражение после выборов в Венгрии. Давайте так. Венгерские выборы, то что вы считаете, заявление, такой градус поддержки, что венгры там, это будет там золотое время наступит и так далее, что Орбан выдающийся политик в Европе, и тут его сделали с разгромным результатом. Вот о чем идет вопрос. Следующий момент. Пока нет единства вот этих стран у эфемерных БРИКС, я считаю, что опять-таки заявление там, того же Пескова говорит, что это там не военный блок, еще что-то. И он альтернативой станет тогда, когда это будет консолидированное действие стран.
против Соединенных Штатов или против Европейского Союза, или хотя бы не против, а за отстаивание своих интересов. Пока это нет, пока этого нет. Бразильцы, юаровцы, там, индусы, каждый ведет свою игру в этой ситуации. Порой они диаметрально противоположны. Взаимоотношения Индии и Китая, там сейчас Пакистан и так далее. Там очень много вопросов. Об этом говорить как альтернативе можно только тогда, когда это четко будет обозначено в поверхности. Сейчас это все каждый пытается сам по себе в этих тяжелейших условиях. Собственно, Иран пока выживает практически в одиночку, и вопрос, насколько хватит его ресурсов, вопрос остается открытым. На этом фоне, понимаете, вот если Соединенные Штаты, мы видим там какие-то переговоры серьезные, но девальвация доверия политиков в мире, и прежде всего европейским, она крайне высока. Но с другой стороны, система пока работает. Мы давайте не забудем еще одну очень важную тему, что вот этот кризис экзистенциальный политической руководства Запада в виде дела Эпштейна, почему-то его все забыли. Там прямое людоедство, там вещи, которые за это просто бы разнесли любую другую власть, если бы она не была западной. Так, потому что Иран, потому и забыли. Из Ирана выйдут с НЛО, с инопланетянами. Я же вам говорю, что все понятно. Смотрите, вот эта власть, то есть если на Западе эту историю понимают, вот это отчасти ответ на вопрос. На мой взгляд, сейчас это не союз пока военный. И как раз русское политическое руководство говорит, что у нас там типа больше союз, чем бы военный. Я с этим не соглашусь, извините. Я считаю, что если военный союз будет, это будет совершенно другая картина мира. И тогда перекраивать, где победа будет, прежде всего можно будет выдавливать Запад из Средней Азии. Там уже, конечно, это из Закавказья. И, конечно, Запад выдавливает тогда из Украины, из Молдовы. Ну и вопрос, Прибалтики я не ставлю пока во главу угла, но они точно будут себя вести совершенно по-другому. И финны в условиях этого кризиса тоже поведут себя по-другому. Потому что они получили все возможные преференции после Второй мировой войны, будучи вот это используя финский сценарий. И вот вопрос финляндизации Украины пока остается открытый. Украине можно было быть чистой Финляндией еще до 2014 или до 2004 года. Вот у нее был всякий исторический шанс, чтобы она этот статус имела. И население бы тогда не потерялось. И отношения и с Россией, и с Западом были бы шикарные. Но этот исторический шанс уже упущен. Вот я так вижу. Евгений Копатько был моим собеседником сегодня. Евгений Эдуардович, спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Спасибо всем, кто нас слушали и смотрели. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.